Любителям смотреть фан-сервисные приколы привет, остальным Ликорис Recoil. Подпишитесь на Телеграм, вступите в Дискорд, и там вы можете пообщаться со смешными людьми. А в Телеге так вообще отвечаю на комментарии и баню спамера. Вот такой крутой. Поехали! Утро, новости, время на кофе нет, нужно срочно бежать и тут же объяснять, что к чему. Действие действует в какой-то там альтернативной Японии, где за порядком следят на все 1000% специальные математички, каждый из которых лет 16 для пущей скрытности носит школьную форму. Кличут бедолаг ликорисами. Одна из таких главная горемычная Чисата. Вот как раз бежит на очередное задание, где, представляете, прямо сразу, сходу, беда. Какую-то молодую схватили и удерживают. Благо, пока начальство ожидало прибытия подкрепления, некая Такина уже сама ни с того ни с сего, ослушавшись приказа, изрешетила всех бандитников. Поздравлять не будем, потому что поступок фатальный кринж. Руководство не оценило, что теперь, понимаете, никаких зацепок и данных о потенциальной сделке нет. А вообще-то все изначально устраивалось лишь чтобы узнать о каких-то торговцах какими-то оружиями. Там еще, к слову, пока шла секретная операция, кто-то пытался взломать систему штаба. Но это уже не важно, так как все, за непослушание и неповиновение полагается почти что увольнение. А если точнее, перевод на новое место, где трудится какая-то прославленная математичка. Пункт назначения какая-то кафешка. Среди работников давно уволившиеся из технического отдела Мидзуки, хозяин заведения Мика и, наконец, наша горемычная Чисата. Ну и раз познакомились, самое время отправиться по рабочим делам в детские сады, школы и прочие мемные схемные приколы, которые вызывают одни вопросы. Ну, мол, как так, что за работа такая, где цели для деления, где злодеи, и вообще почему та самая ГГшка, которая когда-то была в центре инцидента по делению башни в центре города, теперь занимается не весь чем. Ответов особо не ждите, они, если и будут, то когда-нибудь потом. Сейчас же Чисата так и быть готова помочь молодой восстановить репутацию, раз та так хочет вернуться на прежнее место работы. И кто бы мог подумать, далее по плану как раз какое-то вроде не особо важное расследование о каких-то угрозах в интернетах, но на деле еще как важное. Потому что вот это да, на фото потерпевшей виднеются те самые окна, за которыми происходила оружейная сделка. Ну, та самая, за которой Такину сослали на другую работу, ну или почти та, потому что время снимку другое. И вообще выходит, что у Ликориса была неверная информация. Вот. Но теперь-то все понятно, ясно, пора словить гниль на живца. То есть, простите, извините, нельзя, так понимаете, нельзя использовать клиента в качестве приманки. Так Чисата сказала, и вообще она, посмотрите, резиновыми пульками стреляет, даже жизни всяких тварей ценит и уважает. Уважаемо. Из самого важного. За всем этим наблюдал какой-то там искусствовед Синдзи, который, оказывается, и хакера для взломов систем нанял, и в торговых гнилых сделках замешан, но героини этого, если вы вдруг не поняли, не понимают, не знают, а вообще встречают постоянного клиента кафе с распростертыми объятиями. Тем временем новый день, новый заказ. На сей раз все крайне непросто, очень сложно и критически непредсказуемо. Дело в том, что хакеров целых два, и вот одного натравили на другого, а другого на первого. И заголовок компьютерщика номер один кто-то охотится, потому горемычные едут его спасать. Планы отхода, прихода и путешествия, к счастью, пропущу, потому что Чисата тоже ничего не слушала, а просто кушала. Приятного аппетита! И не менее приятной погони, резни, атак, пробитий, и кто мог подумать, оставаться, чтобы перебинтовать рану врага, было хорошее одновременно плохой идеей. Из положительного чел по доброте душевной сказал, что на выходе поджидает следующая засада. Из отрицательного, собственно, сама засада, предотвратить которую ГГшка не успела. Теперь костюм хакера дополнен парой десятков вентиляционных отверстий. Помянем. И заодно поздравим с успешно выполненным заданием. Потому что, оказывается, костюм пули непробиваемый, и вообще в нем Мидзуки. А водитель скорее не водитель, а Мика, что до хакера, так вот она все это время пряталась в чемодане. Проще говоря, план сработал четко, ровно и прямо так, как подразумевалось. Ведь чтобы охота не продолжалась, проще выставить себя уже почившей. Из последствий Куруми теперь будет жить в кафе, и все наконец знают ее настоящее имя, а не просто какие-то никнеймы и псевдонимы. И снова опять посетивший кафе Синдзи, сейчас уже для какого-то заказа. Из смешного прямое попадание резинкой для волос не по той цели. Из важного настольные игры, а точнее вся драма и трагедия, завязанная на том, что Такина все еще грезит о возвращении в штаб-квартиру к прочим Ликорисам, а чего не желает тратить время понапрасну. Зато еще как хочет отправиться завтра на базу вместе с Чисата, которой край последний день нужно продлевать лицензию. Для того задуманы всякие тесты, испытания, тренировки, проверки навыков физподготовки, стрельбы, вот это все. И еще представляете, встреча с командующей. Для ультиматумов и расспросов почему и как выгнали бедную несчастную подругу горемычной. Ну а Кусуноки так и говорит, мол, приказ есть приказ. То, что связи не было, не важно, в ошибке со временем тоже нет ничего такого, и вообще на место Такины уже нашлась другая сирота. Но тут, понимаете, Чисата это не устраивает, потому что не дело так, не пойдет, нельзя так, ну нельзя, понимаете, здесь, к слову, уже и сама Такина объявилась. И назад просилась, но все без толку, командование решение не изменит и точка. К счастью, ГГшка на том конец предложения ставить не планирует, а значит нужно сходить до фронта. Там, если что, надо сходить до фонтана, а не до фронта. Ну, я просто уже готовлюсь.
поговорить с молодой, выдать пару броских фраз о том, как нужно жить, как не нужно жить и что вообще стоит в жизни ценить, и почему негоже тратить лучшие годы на кринж. Плюс самое главное, пора отправляться на дружеский поединок против тех самых тварей. Бывшей напарницы, влепившей пощечину, и новой замене. Как несложно догадаться, Чесата от всех пуль уворачиваться не разучилась, потому попадания будут только по сопернице. Не стоит волноваться ни по одной. Вторая тоже получит по заслугам, ведь Такина все-таки пришла, ответное попадание по лицу отвесила, и еще с десяток прямых попаданий добавила. Одно, к слову, могло угодить прямиком ГГшку, но та, благо, уклонилась, как и ожидалось. А по поводу возвращения молодой на прежнее место, так вообще-то ничего подобного не ожидалось, не планировалось, а значит Эрику просто обманули. Ну, это та бедолага, которая как раз выжила, еще тогда, благодаря непослушанию приказу, но это все, конечно, совсем другая история, ведь куда важнее настольные игры. Можно, так сказать, оформить пару партий в честь морального роста молодой. Между тем, задачи задачами, но пора и повседневными вещами заняться. По плану внезапное обновление гардероба Такины в честь того, что негоже даме носить мужскую одежду. Но пока оформляются покупки и походы по всяким увеселительным заведениям, нужно ознакомиться с сюжетно важными делами. Во-первых, Куруми построила целую 3D-проекцию той самой сцены за стеклами. Плюс разузнала, что никаких изменений стоимости оружия на рынке не случилось. Значит, вся целая 1000 стволов предназначена для кого-то. Во-вторых, Чесата наконец поведала напарнице тайную тайну. Оказывается, у горемычной резиновые пули, потому что такое кредо и мораль не вычитать чужое время, ведь каждый имеет право потратить часы на нечто полезное. Сама ГГшка уж 10 лет как ищет кого-то, подарившего ей модный медальон, отчего пришлось даже покинуть ряды ликорисов. Побрякушка, если вы забыли или не знали, это такой знак от организации искусствоведов о том, что человек в чем-то талантлив. И если говорить о спойлерах, то как раз Синди выдал Чесата кулон в честь уникальных, феноменальных, редчайших математических навыков. Но самому умнику что-то мешает рассказать правду, вот и остается что делиться общеизвестными фактами с Микой. Наконец, в-третьих, резня. Правда, совсем короткая, бандитников уже ждала целая толпа ликорисов, и поезд был подставной, и вход в метро уже закрыт, и ладно, пусть, не стоит обращать на это внимание. Героини сегодня в гражданском, потому подозрений вызывать нельзя, и задания к ним не относятся. Далее по плану экскурсия с каким-то дедом. Цель задания — защита цели. А то такое дело, что пенсионер потерял семью много лет назад и был вынужден скрываться за границей. А сейчас вот вернулся на старости лет посмотреть, как изменились родные края. Только такое дело видеть он не видит. Говорить не может, все на электронных схемах, ну прям как у Чесата, которая когда-то как-то получила модное искусственное сердце, которое даже не стучит. Только это, если что, спойлер. А экскурсию ожидает очередной скип, потому как куда важнее найденная следователем пуля в обломке с той самой станции, где инцидент списали на несчастный случай и замяли дело. Но мы-то знаем, что виной всему вот те самые оружейные, да. И здесь же вдруг беда, опасения оказались правдой, за головой деда прибыл профессиональный вычислитель. Правда, Мидзуки он вреда не причинил, а всего лишь запер. Оно ясно, чел реально профессионал и выполнит поставленную задачу, так Мика сказал, а он врать не будет, Шиза знает, вместе служили. Жаль только Такина не знает, что против нее настолько мощный тип, что он и жучок на плаще оставил, чтобы с толку сбить, и даже ногу может запросто подстрелить. И тут, понимаете, без Чесата уже никак не обойтись. Тем более дед говорит, мол, настоящая цель никакой не сопровождение на экскурсии, а месть вот этому самому тому, кто когда-то поделил семью, но благо, к счастью, горемычную на таком не подловить, принципом взаимно она изменять не собирается, тем более из-за чьих-то чужих обид. К слову, действительно, обидно, пенсионер откис. Ой, в смысле, простите, обиды быть не может. На самом-то деле, все это время по городу и так катался почти не жилец. И говорил не он, а какое-то удаленное управление. И выходит, все вышеперечисленное было ловушкой, в которую даже длинноволосого щитовода впутали буквально вчера. Доказательство как минимум то, что чел не мог быть причастен к делению чьей-то семьи, когда-то там служил ведь вместе с Микой. А как максимум, где-то вообще оказался каким-то осуждаемым потребителем, до недавнего времени чилившим в клинике. Случился одним словом обман. Другим словом резня. Да, представьте себе, опять. Причем в этот раз Мадзима с подельниками сумели заманить Ликориса в ловушку для последующего деления. Помянем. И заодно поздравим. Подруги теперь будут жить вместе, ночевать вместе и спать по очереди. Жаль, повод не самый приятный. Объявлен максимальный уровень опасности для всех Ликорисов. А то вон уже 4-ю бедолагу пересчитали на одиночном задании. Правда, это даже не главная цель злоумышленников. По плану было отыскать и раскрыть местоположение штаб-квартиры математичек, но что-то как-то ничего не вышло. А роботизированный компьютерщик так вообще оказался лохом местного разлива, который даже систему безопасности взломать не может. Короче говоря, на все про все, Мадзима выдал подопечному 3 дня. К счастью, другие покровители программистера ничем помогать не собираются. К несчастью, следующая цель как раз Чесата. Благо, она со всякими хулиганами уже не первый раз справляется. Не благо, съемки пострелушек за окном хватило, чтобы убедить модника, что можно и даже нужно продолжать работу. Тем более на горизонте появилась такая интересная особа. К слову, по несчастному стечению обстоятельств, как раз так неудачно вышло, что горемычная отправилась доставлять очередной вечерний заказ. И даже подруге в сопровождении отказала, потому что все поняли, осознали, обработали, что предыдущих Ликорисов вычисляли исключительно по школьной форме. Значит, плаща для скрытности будет достаточно, но вот нет, оказывается, все совсем не так. Извините, простите, Куруми просит категорически прощения, ведь оказывается виной всему сделаны ей фотоснимки, на которые отчетливо видны лица пострадавших бедолаг. А было дело как раз, если не забыли, тогда, когда компьютерщица участвовала
участвовал в саботаже главной штабной системы. Получается, нужно как можно скорее ехать, бежать, летать, а то там уже вовсю резня с резиновыми пулями, избиениями и грязные игры с закрытым кровью обзором. А чего ГГшка, конечно, получила пару прямых попаданий по лицу, но ничего. Главное хорошо все то, что хорошо закончилось, все живы, целы, здоровы. Чего, конечно, не скажешь о бандитниках, одному из которых дрон прилетел прям по голове, а мать его так вообще улетел прямиком в реку. Жаль, только остался невредим. Так мало того, еще и сотрудничество с роботом продолжить хочет. Мол, вот эта вот крупная, мощная девица с медальоном несказанно важная находка, за которую можно вообще все простить. Из важного Куруми тоже можно понять, а главное простить. Ведь кто мог представить, подумать, что пока будет ломаться система ликорисов, кто-то успешно пройдет гнилую сделку на 1000 вычислений. Ладно, прощаем. Потому что есть вещи поважнее, как, например, случайно замеченные сообщения в телефоне Мики. Или того хуже, очередные вторжения в базы данных, отсылки к инциденту с башней, которую как раз ломал Шизик, и обстрел полицейского участка средь белой ночи. Зато есть плюсы, остались данные с камер видеонаблюдения. Так что теперь установлена личность Мадзимы. А вот чем закончилась история с СМС-кой? Там сплошная Санта-Барбара. Да, мы думали, мол, это свидание в престижном баре, взломали систему заведения, подделали пропуска, проникли внутрь, а на деле все оказалось обычной встречей двух товарищей. Правда, беседа вышла вообще необычной. Центром обсуждения опять и снова стал талант Чисата, которая, значит, по стечению обстоятельств таки услышала, вспомнила, поняла и узнала, кто ей вручил медальон. Правда, Синзи от подобного расклада не то чтобы в восторге, мол, знать такого ГГшки было нельзя, и вообще он мимо проходил, пора идти, ведь реально чел тупо ушел, а Мика даже противопоставить ничего не смог, хоть до сих пор и не может смириться с участью уготованной горемычной. Зато Такина тактично выслушала тезис о том, что она сама знает, что ее подруге место вообще не в какой-то там локальной забегаловке. Ну типа, если не поняли, Чисата же прирожденная математика, долг и обязанность которой продемонстрировать свой талант деления по всему миру. Но пока она по-прежнему продолжит работать в кафешке. Ура! Плюс есть еще пара хороших новостей. Заведение скоро разорится. Ха! В смысле, нет, хорошая новость, а хорошо то, что Такина решила взять управление в свои руки, подсчеты расходов, суммы доходов, траты, уменьшение издержек, вот это все. А новая сладость, просто песня. От клиентов отбоя нет. Чисата даже не может вырваться с работы на медосмотр. Только вместе с тем есть пара проблем. Во-первых, Синзи выдал подчиненный какое-то модное задание. А во-вторых, горемычный прямо домой нагрянул, представляете, Мадзима собственной персоны. Только планов по делению у него не имеется. И вообще он пришел просто поговорить, посмотреть фильмы и напомнить об инциденте в башне, когда некая демоническая особа считала всех резиновыми пулями направо и налево. Жаль, сама ГГшка такого не помнит, ну и ладно, тогда пора прощаться. Напоследок только можно показать свой кулон от искусствоведов, непрозрачно намекнув, что организация вообще не благотворительная, и добра от нее ждать не стоит, а после пора уходить, а то за дверью уже ждет подруга. Как обычно, хорошо, что все остались в добром здравии. Однако Такина подобного больше не потерпит, и теперь и впредь будет следить за сохранностью Чисата. Дольше 3 гудков по телефону ждать категорически запрещается, и точка. И что вы думали, буквально на следующий день как раз медосмотр. И как раз фатальная беда с помощницей Синзи, присутствием искусственного сердца и отсутствием гудков. Пора, одним словом, спасать. К несчастью, злодейке удалось скрыться, а манипуляции с мотором уже все проведены. Если по-простому, на встроенный аккумулятор был подан аномальный импульс, отчего зарядка больше не работает. Если еще проще, в случае умеренной активности горемычная осталось жить пару месяцев, а потом все, финита ля комедия. И тут такая, понимаете, драма, трагедия. С одной стороны, Такина, которая не хочет, чтобы ГГшка перенапрягалась, а с другой, Касаноки, предлагающий участие в самой важной миссии по поимке Мадзимы. Однако Чисата согласится только на одном условии, если подругу вернут в организацию. Спойлер, письмо нашло получателя. Другой спойлер, Куруми решила расспросить Мику обо всем, что известно по поводу Синзи. Мол, что за искусствоведы, как там все это и куда. Коротко говоря, у ГГшки талант проявился с самого детства. Только была одна беда. После одной успешно отстрелянной обоймы бедолага падала в обморок, потому что врожденный порог сердца. Но тут-то все и завернулось, закрутилось, завертелось, и значит появилось то самое легендарное искусственное сердце, исполненное самыми учеными, определившими прогресс на пару поколений. А, собственно, взамен Мика пообещал лично курировать выздоровевшую вплоть до окончания срока действия мотора 18 лет, как раз после которой ликорисов обычно отправляют в отставку. Но, как понимаете, время шло, проявилась отцовская забота, появилась привязанность, и вот все там, где и сейчас. Впрочем, не надо печалиться, все вместе что-нибудь придумают. Ведь разговор подслушала не только Такина, но и Мидзуки тоже. Правда, до каких-то внятных действий еще далеко. А пока на повестке дня очередные шопинги, походы, путешествия и прочие усилительные мероприятия. А все из-за возвращения молодой в штаб. Приглашение она с радостью приняла, а горемычный не против и даже рада. С одной стороны поздравим, а с другой мы-то с вами знаем, что Такина не знает, что цена его возврата — угроза самочувствия подруги по причине опасной миссии. Значит, предстоит сюжетная, драматичная, лиричная, трагичная резня. Давайте по порядку. Во-первых, кафе закрывается, все разъезжаются и будут заняты своей обычной жизнью. А во-вторых, Мадзима отловил Синзи, чтобы спросить за все плохое и хорошее, а заодно поинтересоваться, как поживают, да добра наживают всякие гнилые гнили, прикрывающиеся якобы ученой просветительской деятельностью. В-третьих, очередная облава на очередную точку, где предположительно скрывается Шиз, оказалась очередной ловушкой.
пешкой. Все было заранее предугадано, предопределено и обработано. Такина ответов тоже не получила, пусть даже какого-то бандита потом и допросила. В-четвертых, Мика поведал Чисата всю правду и про сердце, и про Синдзи, и про все остальное, что вы и так знаете. Заодно случилось подарочное платье, которое вообще-то береглось до совершеннолетия. И в-пятых, вон легендарное открытие новой башни на замену той сломанной. Строительство и все работы завершены, начался обратный отсчет. И тут, представляете, лифт проехал выше, в ловушку ликорисов никто не попал, и вообще по всей стране началась трансляция. Вещает Мадзима, говорит, мол, все думают, что хорошо живут, а на практике злодейства вовсю процветают. Просто-напросто каждый инцидент запоминается, будто бы ничего не было. А виной всему подпольная организация, возомнившая себя блюстителями закона. Но теперь-то все будет иначе, ведь специально для всех сочувствующих и понимающих по городу разложены 1000 палок, которые, по крайней мере, раз в год точно стреляют. Всем успехов, удачи, хорошего настроения. Плохо только то, что с таким раскладом точно нужно вызвать Чисата. Только вот на другой телефон уже тоже тут как тут звонок. На связи Мадзима, Синдзи в беде. Что делать не ясно, непонятно, не очевидно, но не стоит волноваться. Горемычная по-прежнему может и будет сама решать, что ей делать и как быть. Так что решено собрать все возможное снаряжение и отправляться в путь. И тут, ну понимаете, даже говорить нечего. В то время как Куруми с Мицуки отменили рейс из-за новых найденных данных о следующем прототипе сердца, что год назад получил Синдзи. В то время как Такина обо всем этом узнала и, ослушавшись приказа, помчалась на старую вышку. А вот прямо в то же самое время произошла настоящая резня прямо посреди улицы. А вместе с ней фатальное понимание народом того, за каких идиотов их держали все это время. Выходит, неприметная внешность больше таковой не является. Одним словом, повезло. А что до Чисата, так она уже на месте. Только есть один нюанс. Света больше нет. И это потому, что у Мадзимы, как оказалось, почти идентичная способность. Только в отличие от ультимативного зрения, способного разглядеть выстрелы за доли секунд, Шиз обладает феноменальным слухом и не зависит от освещения. Но опять и снова, еще раз, не стоит печалиться, не надо расстраиваться. Лучи света уже здесь, и Такина здесь, и все здесь, и значит самое время рассказать Ане. Да. Рассказываю. Однажды Сократ, выступая перед учениками, рассказал им анекдот. Как-то раз постирал Пифагор свои штаны, а они, представляете, сели. Все студенты посмеялись, один самый смышленый тянет руку, спросить хочет, философ позволил. И тут Аристофан спрашивает, куда сели? Все студенты посмеялись, и уже следующий студент тянет руку. Сократ одобрительно кивнул, Платон спрашивает, а они ему как раз 2, 3, 4. Все студенты снова посмеялись, и еще один тянет руку. Сократ так посмотрел внимательно и говорит, а ты, Пифагор, сиди. Но если вам вдруг интересно, чем там все закончилось, у горемычных так здесь даже говорить не о чем. Драма и трагедия трагедии, но сцена закончилась буквально за пару минут, потому что правильно затягивать было нечего. Ведь как только в здании появилась молодая с боевыми патронами, ГГшка тут же догадалась исполнить пару выстрелов в пол, чтобы оглушить Шиза. Выходит, поздравляем. И заодно, ну сами знаете, догадываетесь, поминки по ликорисам. Усатый говорит, мол, организация обязана все, перестать существовать. Поэтому всем приказано не двигаться, оставаться на местах и не совершать никаких необдуманных действий. Между тем, что вы думали, на старой вышке наконец-то происходит сюжетно важный поворот. Чисата нашла Синдзи, а он такой злой, плохой, говорит, все это время горемычная была лишь куклой. Долг свой исполнила недостойно и даже сейчас оставила в живых того, кто изверг, издевался над бедным несчастным ее спасителем. Как вдруг бим-бом-бум-бам из-за угла объявилась Такина, причем с вескими весомыми заявлениями. Мол, случившееся подстроено исключительно гнилью погонью Синдзи. И Мадзима во всем мемном и схемном тоже был всего лишь пешкой. И сердце он остановил, и кейс-чемодан с новым аппаратом тоже вот он здесь. Все кроме последнего чистая правда, но вот последнее, да, новый моторчик-то уже внутри кринжовника. Так что стульев всего 2, но для организации и того, чтобы переломить мораль ГГшки, даже собственной жизни не жалко. И тут ведь, понимаете, даже подруга ничего поделать не может, потому что у Синдзи тоже имеется спутница, пригодная к делительным манипуляциям. Короче говоря, выбор реально сложный и сделать его придется. Либо минус молодая, либо плюс сердце. Впрочем, тут и думать не надо, благо пуля прошла насквозь, поэтому все-таки можно еще немного поболтать. Ладно, простите, вру, ведь авторы аниме ели не только говно, и про наличие подруг в паре метров никто не забыл. А значит, здесь уже не до разговора, в первую очередь нужно помешать Такине расправиться с уходящими гнилыми. А мотивы, причины, следствия очень простые. Чисата не сможет чисто по-человечески морально, понимаете, остаться самой собой, если ради жизни придется поделить того, кто эту жизнь сделал возможной. Вот. Но это еще не все, еще есть, представляете, вертолет. Нет, ну, если серьезно, у горемычных новый заказ по спасению ликорисов. Потому как вот это устранение, о котором говорилось ранее, вообще не мем. Бедолаг реально ликвидируют. А займутся этим бригады молодых успешных гигачат-шлеп. О них, к слову, говорилось и раньше, что вот так и так, помимо наемных математических дам, существуют еще и джентльмены. Но это, сами понимаете, извините. Впрочем, как и всю остальную резню посреди здания. Главное, что вам нужно знать, флешку все-таки доставили, вставили, и началась внеплановая трансляция. А там и робота под белые ручонки приняли, и шлепную задачу отменили, и людям лапши на уши навешали. Все было, понимаете, постановой, мемом и приколом, приуроченным к открытию модного аттракциона в новой башне. Проще говоря, все как обычно, жители поверили в кринж. Но же не думайте, что все могло вот так просто на милых девичьих беседах кончиться.
получится. Вот именно. Еще остался живой, прекрасно чувствующий себя Мадзима, так что будет дуэль. Только вот какая оказия, Цимис даже не в танцах, плясках, вынужденном обоюдном перерыве, перемирии в честь плохого самочувствия Чисата, а в том, что в то же время, пока свет отключили, и Таки, наслушавшись очередного приказа, лезла наверх по шахте лифта, где-то посреди старой башни случилась фатальная резня. Трость у Мика оказалась липовая, а вот деление Синди ради сердца настоящее. Впрочем, об этом уже никто никому не расскажет. Даже несмотря на то, что танцы завершились падением и летальным невезением, и невозможностью отключить детонатор в телефоне, то есть, простите, извините, я хотел сказать летательным и салютным. То есть, поясняю, оказалось, что Мадзима не планировал ломать еще одну вышку, вот и весь мем. Однако остальные планы, гуляющие где-то по городу полсотни вычислителей на руках обычных граждан, все еще проблема, которую, сами понимаете, кто будет решать. В конце концов, кафе работает, все живут, Горемычная тоже жива, и даже подруга ее нашла благодаря мемной фотографии. Правда умалчивается. И действительно, версия событий, известной Чисата Стакиной, такова, что Синзи прислал сердце абсолютно бесплатно, с пустой поздравительной запиской ко дню рождения. И только Куруми знает настоящую правду, и то, кто самый злой, гнилой злодей всей истории, притворяющийся хромым в отставке. Как итог, очередной фансервисный тайтл выделяется на общей массе за счет милых девочек, анимированных в 12 кадров, без ресэмплинга, честных, я не проверял. И еще и сюжет прикручен, типа хитрый, пришлось даже скипнуть некоторые приколы. Простите. Пока.